Всем большой привет, друзья, меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Ну что, пришло время узнать, на что же способен новый Xiaomi 12s Ultra. И сравнивать мы его будем с предшественником Xiaomi 11 Ultra. Мы с вами посмотрим, на что способны камеры. Мы с вами посмотрим, на что способна фронтальная камера, которую вы сейчас видите. Естественно, портретики, ночной режим и все остальное. Я для этого теста приехал в Москву, чтобы сделать самые красивые фотографии. В общем, все будет, как всегда, максимально честно. Это канал Честный Влог. Погнали! Сразу хочется сказать, что приобрести как и Xiaomi 11 Ultra, так и 12s Ultra в России непросто. Но они есть у моих друзей компании Cyprus. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России. Плюс, если перейдете по ссылке, сделаете покупку, вам будет подарок, так что welcome. Ну что, друзья, давайте смотреть, что же может фронтальная камера. И я вижу, честно говоря, что на 11 Ultra у меня меньше засветов сзади, чем на 12. Смотрите, сзади на 12 все наверху вон засвечено, а на 11 ну, не то что нормально, но, по крайней мере, получше. И это первый косяк, который мы с вами замечаем. То есть фронтальная камера как будто бы стала чуть похуже. На фронтальной камере, конечно, мне кажется, поменьше стало шумов. Вот если сейчас посмотреть на небо, то на 11 много шумов, на 12 поменьше. Но в целом, вот засветы, которые сзади есть, они меня смущают, потому что наверняка Samsung или iPhone справились бы с этими засветами. А тут как бы нет. Ну, плюс 4К по-прежнему не умеет снимать, только Full HD 30 кадров в секунду. Да, Xiaomi что-то в этом моменте тормозит. Давайте двигаться дальше. Ну что, это у нас уже работа основной камеры. И я могу сказать, что небо более черное на 11. Также, если смотреть вот на все эти яркие объекты, то все примерно одинаково. Я не могу сказать, что какой-то смартфон более четкую делает картинку. Если посмотреть на плитку, то тоже не могу сказать, что один из смартфонов делает лучше картинку по детализации. Хотя, может быть, чуть-чуть лучше на 11. Да, мне, честно говоря, кажется, что на 11 картинка чуть более четкая. Я снимаю Full HD, 30 кадров в секунду. И, честно говоря, если смотреть на стабилизацию, то мне кажется, что стабилизация тоже на 11 лучше. Прям все ровненько идет, а на 12 есть какие-то покачивания. Может быть, мне так кажется или нет? Что вы скажете, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что мне порой без вас не справиться. Да, ну вот смотрите, на 11 чуть больше деталей, чем на 12. Ну, точно видно. Да, вот тебе и ультра. Меня это немножечко, честно говоря, пугает. Но понятное дело, что прилетят апдейты, будет улучшение. Хотя видео обычно не сильно-то и улучшается. Ну что, теперь давайте посмотрим на сверхширокоугольную камеру, как она снимает, насколько у нас хорошо по деталям и всему остальному. Ну, слушайте, вот пока я вижу, что на 11-м-то ширик получше, больше четкости, больше текстуры я вижу, больше поверхности и понимания того, что это за предметы. Это странно и, честно говоря, грустновато. И вот сейчас посмотрите наверх, посмотрите, на 11-м мы видим лампу, а на 12 она засвечена. То есть динамический диапазон получается на 11 Ultra лучше. Это, ну, грустно и странно, потому что, во-первых, у нас здесь один сенсор, а во-вторых, ну, как бы, с какого это перепуга? Вот сейчас еще раз, смотрите, динамический диапазон на 11 лучше. Да, немножко печально для одних, для тех, кто купил себе 11, все такие: о, классно, не зря потратили 40 тысяч вместо 80. Давайте сейчас еще на один яркий предмет посмотрим. Ну вот, опять же, смотрите, засветы на 12, а на 11 этих засветов нету. И я думаю, что тут, конечно же, есть вопросы к камере, наверняка ее будут допиливать и так далее, но в целом мы понимаем, что 11 на ширик снимает лучше. Вот сейчас смотрим на детализацию на стене, ну, смотрите, да, все видно. Стена на 11 на широкоугольную камеру, на сверхширик лучше, вопросов нет. Будем ждать апдейтов, посмотрим, что с другими камерами. Это еще один момент, который меня тоже напрягает. Посмотрите, у нас на фронтальную камеру сзади на 11 есть информация о небе, хоть какая-то, а на 12 ее гораздо меньше. Ну, прямо гораздо меньше. Видите, засвечено небо. Если пропустили, перемотайте на начало. Засвечено небо на 12 по сравнению с 11. Это грустно, и так не должно быть. Уважаемый Xiaomi, пожалуйста. И фронталочку тоже допилите. Это у нас основная камера. Давайте смотреть на стабилизацию. Ну, вот тут мне нравится асфальт на 12. Смотрите, он такой более четкий, более контрастный и более выпуклый. На 11 он более сглаженный.
При том, что стабилизация, честно говоря, мне на 12-м не очень сильно нравится, как-то странно, как будто вообще два разных кадра. А солнце примерно одинаково засвечено. Да, прямо картинка, честно говоря, интересная, но на 11-м стабилизация мне больше нравится. Это, кстати, 4К 60 кадров в секунду. И еще нам Leica обещала уменьшение количества бликов, но видите, внизу вот зайчики прыгают. Они как на 11-м прыгают, так и на 12-м. Где уменьшение? Leica. Но это уже ночная съемка, и здесь вообще нам очень важно посмотреть. А вот тут сразу видно, смотрите, трава зеленая на 11-м, а на 12-м трава серая. То есть на 12-м смартфон не видит, что трава зеленая. То есть лучше попадает информация от 11-го, чем от 12-го. Это неприятная информация, я бы сказал так. Вот тут как будто бы деталей на 12-м побольше, да, тут четко, да, видно, на 12-м деталей побольше, но куда делась информация о цвете и почему у нас зеленая трава стала не зеленой вдруг? Давайте смотреть на яркие объекты, смотрим на траву, которая находится вдали. А у кого лучше, у кого хуже. Да, чем больше мы смотрим на сравнение видео, тем больше вопросов. Я вижу вот на 11-м шумы. Шумы, которых нету на 12-м. Вот на траве сейчас было. Это единственный отрицательный момент. Сейчас мне нравится, как показывается на 11-м. Ну, в общем, то 12-й дает больше каких-то деталей, то меньше. Картинка, кстати, очень сильно засвечена, то есть здание не было таким светящимся безумно, и вообще здесь достаточно был темный закат, а телефоны его вытягивают. Ну и сейчас вот на 11-м картинка чуть похуже и чуть более темная. Но вот то, что 12-й не показывает зеленый цвет, сейчас прямо деталей гораздо больше на 12-м, да, прямо видите, очень много деталей по сравнению с 11-м. А это я летал на воздушном шаре, когда был в городе под названием Кунгур. И вот снимаю, было мое выступление. Смотрите, засветов на 11-м много по сравнению с 12-м. Здесь у 12-го все получше. Но при этом вот этот ларек, посмотрите, засвечен в любом случае. На 11-м сильно засвечен, то есть не очень хорошо. На 12-м получше, но думаю, что Samsung и iPhone бы здесь справились получше с этими засветами. Я знаю, что вы не любите, когда Xiaomi сравнивают с Samsung и iPhone, но вот поверьте мне, здесь бы они справились получше. И еще одна хорошая картинка, это увеличение в 5 раз, 5-кратное увеличение, телевичок. Холодная картинка на ультре 11 и теплая картинка на 12. Картинка на 12 ближе к реальности, чем на 11. Хотя оба немножко перегибают. 11 делает слишком холодную картинку, 12 делает слишком теплую. Ну а в целом вообще мне нравится, как снимает телевичок. Ну и еще раз давайте посмотрим, как снимает 4К 60 кадров в секунду основной модуль. Ну, и у вас есть ощущение, да, что нас немножечко опрокинули, что нам обещали какую-то невероятную детализацию и так далее, а по факту он, запотевает, ну вот сейчас, мы смотрим, вот нету вообще какой-то разницы, о которой стоило бы, в принципе, говорить. Ну вот давайте на шарик посмотрим. Ну вот на шарике чуть больше шумов на 11-м. Но мы же вообще с вами сейчас темноту снимаем, так конечно. Короче, пока еще работать. Ну и, конечно, я вас не мог оставить без теста записи звука, тем более, что раньше звук у нас на 11-м ультра подсирал. Вот это именно так называется, когда он запирается и становится... На 12-м стало чуть получше, вы видите, звучание такое почище, но оно все-таки пока далеко до идеала. Я делал сравнение с Galaxy S22 Ultra, вот там гораздо чище звук получается. Здесь нужно понижать входящую громкость, и странно, что на Xiaomi, на флагмане вот такой звук. И если бы на площадке было бы еще громче, соответственно, звук был еще более грязный. Ну и на финалочку давайте посмотрим на это пресловутое бокeh. Что нам обещает вот этот 1-дюймовый сенсор? Ну, в рамках сравнения с 11-м особо я разницы не вижу, кроме того, что у нас вообще засветы на Xiaomi 12, видите, за окошком все засвечено. Так что 11-му переживать нечего. Да, Samsung и iPhone здесь будут похуже с размытием, а всем остальным привет, молодцы.
В общем, друзья, буду рад узнать, что вы думаете по поводу видеосъемки, потому что мне кажется, что в целом все хорошо, даже у 11 хорошо, а у 12 есть проблемы, и эти проблемы надо допиливать. И их, безусловно, буду допиливать до следующего 13 есть как минимум год. Прямо сейчас давайте посмотрим на фото, потому что здесь может быть гораздо больше нюансов. Ну что, дамы и господа, сейчас самое интересное начинается, потому что большое количество ребят накупили себе 11 ультра по 40 тысяч еще летом 2022 года и сейчас переживают. Ну, друзья, давайте начнем. Я, видите, да, сделал огромное количество фотографий, просто море их. Мы, соответственно, по ним сегодня пройдемся, посмотрим и телевички, и портретики, и ночью, и днем, и ширик, ну, в общем, все что угодно. Как всегда, с вас лайк за мои старания и большое количество фотографий. Я думаю, что начнем с чего-нибудь красивого такого, вечерний пейзаж Питера. Итак-то у нас 10-кратное увеличение, то есть фотка на телевичок, который увеличивает в 5 раз, плюс еще увеличение в 5 раз. И мы видим, что на Mi 11 у нас светлая картинка, а на Mi 12 темная. Мы с вами будем сталкиваться с тем, что на Mi 12 темные картинки. Почему так происходит, пока не могу сказать. Наверное, да, потом допилят. Ну, в общем, в темноте страшного ничего нет. Ее можно, в принципе, поднять в редакторе. А вот что касается деталей, то барабанная дробь. Бац! Смотрите. Ну что, ну мне на 11 больше нравится фотка. Не знаю, как вам, а мне на 11 точно больше нравится. Смотрим еще одну фотографию. Здесь, кстати, наверное, стоит обратить внимание вот на этот гранитный камень, потому что он в режиме HDR лучше заметен, чем то, что у нас находится в тенях на 11. Ну что, барабанная дробь, смотрим и бац. Смотрите, давайте так. Есть шумы, которых нет на 12. Видите, здесь у нас чистенькие такие дома, а здесь шумы. Но при этом на 12 как будто бы у нас есть, ну не то что расфокус, да, но вы видите, да, не хватает четкости. На 11 все четко. Четко и с шумами. Ну и, наверное, я все-таки отдал бы предпочтение, опять же, фотографии 11. Стоит, кстати, напомнить, что телевички здесь стоят одинаковые. Ну и сейчас, видите, в режиме HDR у нас тени на 12 вытягиваются получше, чем на 11. На 11 все очень сильно темно. Я напомню, кстати, что ночной режим здесь не применяется, потому что в ночном режиме можно увеличивать только в 5 раз, а это увеличение в 10 раз. Смотрим на... Ну вот детализация ровно то же самое, смотрите. 11 тянет. 12 не тянет. У нас здесь одинаковые сенсоры стоят, но, видимо, еще программное обеспечение не допилено. Ну, в общем, тем, кто переживал, за 11 уже можно не переживать, да? Хотя это только начало. Ладно. Увеличение в 10 раз, красивая фотография, опять более темная фотка на 12. Смотрим на стабилизацию и на детализацию. Ну, классно. Классно и одинаково. Одинаково. Но, смотрите, на 11 есть шумы, да, еще раз. Каждый раз я не буду обращать внимание, но шумы, видите, шумы. Если мы до этого смотрели 10-кратное увеличение, это 5-кратное увеличение. Еще раз обращу ваше внимание на шумы. Вот они, их очень много. На 10 эти шумы подавлены. В целом, фотография на 12 выглядит чуть более собраннее. Хотя вот здесь, смотрите. Ну ладно, не будем докапываться. Да, на 11 чуть похуже фотка, чем на 12 будет. Если просто включить ночной режим, вот что мы имеем. Ну, во-первых, Xiaomi очень сильно начинает все засвечивать. Вот эта область становится очень светлой, тут вообще было темно. Также смотрим, что на 11. О, смотрите, какая трава. Батюшки. Вот тебе и дела. Вот тебе и новый сенсор, и бла-бла-бла. Ну, смотрите, на самом деле новый сенсор вроде как что-то и показывает, но не хватает детализации. То есть программная обработка на 11 делает так, что как будто бы деталей больше. На самом деле их не больше, но они просто больше обработаны. Ну вот задняя эта часть засвечена полностью. Это плохо. Ну, то есть не должно быть такого. И 12 справился лучше, на 11 не очень хорошо. Вот здесь видна разница, да? Посмотрите, 12 хоп, все четенько, видны какие-то этажи и так далее. И на 11 ну, какая-то просто кукурузина стоит и все. В общем, вот. Еще одна фотография, ночной режим. Я катался на воздушном шаре, когда был в Кунгуре. Вот сфотографировал, как он сдувается. Наверное, 12 поинтереснее, да, делает фотографию немножко. Здесь вот движение на 11 больше заметно. Ну, чуть более такая контрастная, яркая фотография. Если посмотреть на недвигающиеся части, типа Земли, то Земля тоже лучше получилась на 12. А вот здесь, смотрите, 12 не очень хорошо что-то сделал. И вот тут у нас в ночном режиме, видите, все съехало куда-то. Но самое главное, у нас здесь все засвечено. Даже 11 здесь что-то вытянул. И хоть как-то разделил фонарики, на 12 у нас все полностью засвечено. А вот еще одна фотография. И здесь уже 12 справляется лучше, заметно лучше. Да, еще раз скажу, что это у нас ночной режим. И вот грузовик засвечен, а на 12 все получше. Еще одна фотография. Ну вот смотрите, и как бы и да, и нет.
Посмотрите, во-первых, на землю. Она, видите, тени вытянуты на 11-м. На 12-м все темно. Посмотрите вот на это окно. 12-й опять засвечивает яркие объекты, то есть он с ними что-то не очень научился ладить нормально. Теперь смотрим в целом на картинку. Она как будто бы более цветная на 12-м. Но вообще фотографии очень близки. И я не могу сказать, что здесь 12-й как-то себя хорошо показал. Хотя, наверное, деталей все-таки побольше. Да, вот мне кажется, что картинка-то темная, но детали все-таки, если приглядеться, их побольше, чем на 11-м. Ну, в целом вот так, да, телевички вообще себя показали лучше на 11-м, 12-й, видимо, надо допиливать. Основная камера поинтереснее на 12-м, но темная. Давайте портретики посмотрим, я Алену долго мучил. Вот, опять мы сталкиваемся с тем, что у нас очень темная фотография. Смотрите, 12-й делает по какой-то причине все тени очень темными. Вот тут все, видите, тут все очень-очень темное. Если смотреть издалека, соответственно, у нас более светлая фотография и более темная фотография. Внизу, вот здесь, вообще ничего не видно по сравнению с 11-м. Это странно, надеюсь, что это допилят, потому что так не должно быть. Смотрим на улыбающееся лицо Алены. Да, деталей побольше. Не то, что заметно, но побольше. Предыдущая фотография у нас была без портретного режима. Это уже портретный режим. Он делается тоже на основную камеру, но с увеличением. Деталей, наверное, чуть побольше на 12-м. Вот если посмотреть на брови, посмотрите, тут они на 12-м, ну, четкие, а на 11-м они уже начали как будто бы немножечко достраиваться. Но при этом обработка на 11-м как будто бы чуть больше добавляет четкости. Это видно по ресницам, которые видны на 11-м. Вот они видны на 11-м, а на 12-м нет. Еще интересный момент обрезания волос. Смотрите, на 11-м вот так вот обрезаются волосы, а на 12-м просто под корень обрезаются, и все, что не подходит, просто вырезается, и все. Еще один портретик. Я вот совсем недавно, кстати, делал сравнение с 22 Ультра, и там вот видно, что все-таки на Xiaomi есть какая-то вот обработка такая, которая, ну, как будто бы это уже некий фильтр для Инстаграма. То есть есть небольшая ненатуральность в обработке именно портретиков. Ну, вот по-разному обработаны вот эти зоны. Опять 11-й оставляет волосы, 12-й волосы обрезает. Это видно вот по всему контуру головы. Смотрим на детализацию. И опять же, чуть более четкая фотография на 11-й. Помните, у нас ночные фотки, там как будто бы чуть-чуть не хватало четкости. Вот тут тоже чуть-чуть у 11-го больше четкости, чем у 12-го. Еще один портретик смотрим. По цветам примерно одинаково, хотя кофта более белая на 11-м, нежели на 12-м. Опять же, 11-й оставляет волосы. Вот здесь, да, видите, оставляет волосы. И причем даже, в общем-то, и неплохо. 12-й все режет, просто срезает. Здесь у нас по деталям все примерно одинаково. Я бы сказал, что разницы особо никакой нет. Даже, может быть, на 11-м чуть получше получилось фотографии. Еще посмотрите, у нас вот тут небольшой засвет, выгорает цвет. Выгорает — это означает, что когда мы перестаем видеть текстуру. Здесь немножко со светлыми частями обработочку надо было прибрать, вот как на 12-м. Еще одна фотография на основную камеру. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, насколько сильно у нас происходит оптическое размытие. Ну, в общем, вот судя по этому фону, да, размытие больше, видите, да? Здесь у нас больше расфокус на 12-м, чем на 11-м. Смотрим на детали. И деталей, кстати, тут побольше. Прямо, смотрите, гораздо больше. Может быть, мы в фокус не туда попали, а может быть еще что-то, но фотография прям большая разница. Может быть, где-то в другом месте он сфокусировался, а может быть, просто Платон дернулся. Ну, в общем, детализация, да, посмотрите. Прямо поры видны. На 11-м этого нет. Ну, с портретиком разобрались. Давайте смотреть на дневные фотографии. Просто дневная фотография, взял, достал и сфотографировал. И, ну вот опять же, она более темная. Видите, асфальт более темный. И небо более темное, чем на 11-м. Соответственно, у нас все тени будут тоже очень темные. А если тени будут темные, то и детали в тенях тоже будут пропадать. Но здесь заметно. И разницы в детализации я, честно говоря, не вижу. Если даже не сказать, что у 11-го деталей побольше. Но вот здесь, смотрите, вот разница. Вот на 11-м как выглядит ангел. И вот на 12-м как выглядит ангел. Вот что значит тени. Да, вот те 12-й. Еще одна фотография, а вот здесь мне больше нравится 11-й, более нежный такой цвет на 11-м и более правильный, прикольный такой, чуть потеплее, и он создает правильную такую атмосферу восхода солнца. И еще, посмотрите, 11-й у нас здесь не засвечивает, а 12-й раз и засветил, и опять не смог справиться, мы с засветами с вами уже сегодня встречались. Да, 12-й, конечно, надо пилить, полгода. Фотография против солнца, это утро, восход, в 7 утра, видите, 7:34 я делал эту фотографию. Специально, друзья, для вас вставал, чтобы сделать хорошие фотки. Ну что, опять чуть более темная картинка, немного картинка темнее, вот особенно тут хорошо заметно. Раз, смотрите, в тенях, вот здесь, темно.
на двенашке. При этом вот детали, например, смотрите, вот тут у нас детали какие хорошие на 12, на 11, здесь детали не похуже, прямо видно, да? На ближних объектах прям очень хорошо заметно. Ну и вот здесь я бы тоже сказал, что 12 хорошо справился. Не то, что прямо глобально лучше, чем 11. Вот Исаакиевский собор тоже более темный на 12, чем на 11. Но чуть как будто больше деталей. Хотя тоже так, ну, спорно. Мы уж прямо очень тут всматриваемся. Еще одна фотография против солнца. Смотрите, опять 11 лучше сделал. Вот как он обрабатывал солнце. Обработал. А на 12 у нас засвет. На 11 чуть фотография холоднее, поэтому у нас здесь отдает голубым оттенком. Ну и чуть потеплее, более правильный цвет на 12. Но посмотрите зато, какой на 11 асфальт классный. А на 12 его просто, ну, считайте, нету асфальта. Вообще, просто нет асфальта. Вот здесь везде хороший. И вот опять темная фотография. Все-таки она должна быть посветлее, как на 11. 12 темнит. Смотрим на детализацию. Ну, так особо не скажешь, что какая-то есть разница, честно говоря. Вот по этой фотографии уж точно. Что по плитке, что вблизи, что вдали, что человек. Только вот то, что она более темная, заметно. А так не могу сказать, что есть какая-то разница по деталям. Если, кстати, вам кажется, что я говорю какую-то неправильную вещь, вы говорите: Филиппте, вот минута 34 там или 11:40, вот ты неправду сказал, правда вот такая. Вот и дальше напишите, в чем суть вашей претензии. В письменном виде, пожалуйста. Ну, в общем, дневные фотографии у нас получаются, ну, 12 чего-то как-то не очень вытягивает. А вот еще одна картиночка, так скажем, макро. Здесь, смотрите, у нас вот что получилось. У 11-го фокус оказался вот здесь. Вот здесь. И поэтому видно, что здесь фокус. А вот тут у нас уже все идет в расфокусе. На 12-м фокус оказался вот здесь. Поэтому фотография, ну, как бы получше. Я не могу сказать, какая из них на самом деле лучше. Видно только, что 11-й ушел немножко в такие голубые тона. Поэтому у нас голубая фотография получается. Вообще она должна быть, конечно, ну, белая. Красивые капельки. Если хотите узнать, как Samsung сделал эту фотографию, переходите по ссылочке, я в углу вам укажу сравнение с Samsung S22 Ultra. А вот здесь я вот на что хочу обратить внимание. А не справился 11-й. Смотрите, засветил слишком уж яркие цветы, но 12-й справляется, умничка. И вообще фотография получилась очень классная. Посмотрите на эти лепестки. Очень вкусно, очень здорово. Гораздо слабее сделал эту фотографию. Теперь предлагаю посмотреть на дневные фотографии с увеличением. Чуть более желтая, более темная фотография на 12-м. Телевички ночью мы смотрели, а это дневные фотографии. Здесь чуть больше мне нравится 12-й. Нету вот этой рыхлости, которая здесь есть на 11-м. И на 11-м есть вот эти шумы, а на 12-м их нету. По деталям примерно одинаково, но вот шумы... Ну вот смотрите, да, здесь видно все-таки, что 12-й дает более цельную картинку. Еще раз скажу, что модуль, на который они фотографируют, он один и тот же. Еще одна фотография, пятикратное увеличение. Москва очень красиво получилась. Но опять, видите, есть какой-то легкий такой муар, да, какая-то легкая нечеткость. Вот на 11-м четкость заточена, да, есть шумы, понятно, но есть и четко. На 12-м местами этой четкости не хватает, особенно когда мы с вами фотографируем дальние объекты. Вот увеличение в 10 раз. И, ну, здесь не очень по деталям. 11-й прямо гораздо слабее, чем 12-й, это заметно, да. Ночью мы такой, кстати, разницы не видели. Сейчас вот она появилась. Исаакиевский собор, увеличение в 5 раз. Непривычно, кстати, что здесь у нас 11-й сделал темную фотографию. Посмотрите, вот тут на 12-м есть дерево, а на 11-м вообще даже не видно, что там внутри. И вообще 12-й сделал поприятнее фотографию. На 11-м, смотрите, она какая компьютерная, а на 12-м очень красиво выглядят все эти статуи. Ну и вот дальше, да, мы поднимаем, все очень-очень достойно. Но только что мы видели фотку с пятикратным увеличением, а это 10-кратное увеличение. И здесь опять, как мы уже с вами сталкивались, не хватает детализации какой-то или более такой звонкой четкости на 12-м. Видите, 11-й прям поинтереснее делает картинку. И вот даже тут видны какие-то детали, а на 12-м не видны. И вот если смотреть на колонны, да, посмотрите, на 12-м у нас вот тут все размыто, а на 11-м есть. Ну и сложные погодные условия, против солнца фотография. И здесь опять очень темный получается 12-й, и 11-й делает более светлую картинку. Но при этом по деталям поменьше, они такие вот начинают немножко разваливаться. На 12-м все в порядке. Короче, телевички работают хорошо, 12-й надо допиливать, потому что 11-й порой делает лучше фотографии. Давайте посмотрим, как работает широкоугольная камера. Фотография на шерик, но опять очень темно. Ну что за дела-то такие? Посмотрите, прямо, ну вот очень темно. Вот так должно быть, как на 11-м, а на 12-м очень темно. Темно и грустно. Можно ли сказать, что есть какая-то разница в деталях? Ну, наверное, особо нет. Ну,
Ну вот, ладно, посмотрим пока на следующей фотографии, там будет понятно. Вообще все немножко дернулось на 12-м. И опять темная фотография, да, посмотрите, очень темно внизу, вот тут вот в тенях. Что касается деталей. Ну, вот тут как будто бы чуть-чуть лучше. На 12-м, вот тут прямо все, на 11-м уже обработано все. И не очень красиво. На 11-м много, да, обработки, на 12-м поменьше. Ну вот, если только так. А вот тут, опять же, как и на основную камеру, засветы. Солнце засвечено на 12-м, на 11-м не засвечено. Может быть, не так страшно, что само солнце засвечивается. Просто это означает, что смартфон не очень умеет обрабатывать светлые объекты. Мы с вами сегодня уже сталкивались, когда у нас были засветы, в том числе и на зданиях, в светлых объектах, где 11-й тянул, а 12-й не тянет. И, кстати, вот смотрите, мне нравится асфальт какой. На 11-м и 12-м он не очень хорош. Ну и вот еще одна фотография на ширик. И вот опять, вот здесь у нас засвечена вот эта зона. На 11-м тоже засвечена, просто не так критично. Если смотреть на детали, кстати, у нас ведь, опять же, сенсоры тут, по-моему, одни и те же стоят, что на 11-м, что на 12-м. Вот детали опять в тенях. На 11-м видны, на 12-м у нас темень. Да, прям очень темно. Ну вот Санкт-Петербург, широкоугольная камера, здесь примерно все одинаково, однако все равно фотография темнее на 12, нежели на 11. Здесь, кстати, 12 лучше справилась с ярким небом, на 11 есть засветы, по деталям примерно одинаково все, особой разницы не вижу. Будете в Питере, обязательно покатайтесь на корабликах. Не обязательно кататься на Крисе, но вот на корабликах по Неве обязательно покататься. Вот еще фотография на широкоугольную камеру. Опять она темнее на 12, на 11 получше. Чуть получше на 12 обработан вот этот закат, Мурманск. И шумов на 12 чуть поменьше. Я с самого начала не сказал, но напомню, что у нас бывает, кстати, запотевание камеры основной. Это очень грустно, но это факт. Если такое у вас произойдет, обязательно прогрейте, то есть установите Antutu на ваш смартфон, выньте лоток для сим-карты и запустите в Antutu стресс-тест, и вы будете видеть, как при каждом стресс-тесте будет уменьшаться количество запотевания, ну и выгоните всю эту воду. Вообще мне здесь больше нравится фотография на 11-м, она такая более фактурная, и лоб не... Ну, короче, более фактурный, мне нравится фотография на 11-м. В принципе, они примерно одинаковые, но чуть получше на 11-м. Особенно вот здесь хорошо заметно, пропадает у нас объем, а на 11-м он есть. Еще одна фотография примерно в тех же условиях. Немножко тени вот неправильно обрабатываются, и поэтому опять не хватает немножко деталей и глубины картинки на 12-м. Ну а вот эта фотография лучше получилась на фронталку. На 12-м это точно. Я на 11-м, смотрите, весь синий, ну или голубой, кому как больше нравится меня называть. И на 12-м видно, что он прямо сконцентрировался на этом лице, поэтому он вот четкий как надо. На 11-м деталей примерно одинаково, но фоточка выглядит лучше на 12. А вот еще, кстати, я хочу вам показать режим бьюти. Алена как раз его тестировала. Смотрите, во что превращается кожа, когда включаешь бьюти режим. Посмотрите, во-первых, у нас пропали вообще все веснушки. Просто пропали. Немножко ширина лица изменилась. Оно стало немножко поуже. Ну, вот так вот работает бьюти-режим. Такое лицо превращается немножко в кукольное. Но я думаю, что для девушек это актуально. Парням такое использовать не надо, а для девушек актуально. Так что, девчонки, имейте в виду. Вот так работает бьюти-режим. Неплохо. Честно могу сказать, неплохо. Ну, что, друзья, мы с вами посмотрели все фотографии. Что можно сказать? 11-й хорошо держится по-прежнему. И, видимо, будет держаться еще в ближайшее время. А 12 прям сильно надо допиливать. Основная претензия у меня к 12-м это то, что снимки получаются темные или темнее, чем надо. И это не вылечить поднятием экспозиции, потому что иначе вы тогда сможете нарушить баланс и будут засвечиваться светлые части. Поэтому здесь надо именно тени поднимать, и это именно программная штука, которую должен выполнять сам смартфон. Он этого пока не делает. В остальном, ну, каких-то глобальных преимуществ 1-дюймового сенсора, который как будто побольше, чем на 11-м, хотя на 11-м тоже почти, по-моему, дюймовый сенсор, особо разницы нет. Ну, собственно, вот такая история, друзья. Надеюсь, что мое видео оказалось для вас полезным. Если вам мои какие-то комментарии не нравились, я лишь говорю свое мнение, вы можете сказать свое мнение сами, прямо сейчас в письменном виде в комментариях. Обязательно указывайте время, где и в какой фотографии я говорю неправду. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это Честный блог. Купить и 11, и 12 можно в Цифрусе по классным ценам. Ссылку оставляю внизу. Всем спасибо, не болейте, счастливо и пока.